Привет, Фирус. Добрый день. Что делаешь? Печку разжигаешь? Да. Прекрасный солнечный день, Татарстан. Мы собираем рецепты для новой книги о татарской кухне, которая будет представлена уже, так сказать, на международной арене. С Фирузом мы уже 3-й раз готовим. Замечательный парень. Шеф-повар крутейший. Так, я вижу продукты. Картошка. Что это такое-то? Фарш. Фарш мясной. Ух ты, какой хороший фарш мясной. Говяжий, да? Да. Говяжий. Лук. И вот это все, это... Что будешь делать? Это называется будет ленивый балеш. Мы уже балишей, знаешь, сколько готовили? Знаешь, сколько готовили уже балишей? Уже у нас полная книга про балиш. В чем особенности твоего балиша? Давай, начинай, делай что-нибудь и говори, рассказывай. Окей, поехали. Давай, дорогой. Значит, наш ингредиент для начинки входит фарш говяжий. Сколько фарша было? Кило 200. К нему мы кладем лучок, который мы сейчас порежем. Обычно-то татарские балиши, там, конечно, там фарш строго режется кубиком, да? Да, все верно. А здесь мясорубка. Ну, что бы лук тоже через мясорубку не пропустить тогда? Через мясорубку по одной только причине, чтобы сочность не ушла. Правильный кубик. Примерно как на самсу, как на манты. Хорошо разгорелась печка. Зачем мы кладем лук сырой в мясо? Чтобы фарш подмариновался? Все верно. Фарш пока что не приправлен, да? Что будем приправлять? Ну, помимо соли, разумеется. Соль и перец. Фарш через мясорубку, и я, признаться честно, пока что не очень понимаю, что там внутри балиша, котлета получится такая. Да, но она не будет котлетой большой. Это рассыпчатый фарш? Это будет Как ты его рассыпчатый сделаешь фарш. рассыпчатым? Чтобы он был рассыпчатый, мы изначально его приготовим. То есть его обжарим. Сколько лука здесь? Грамм 400, я вижу. Грамм 400. 400, можно положить 500. Вообще не надо взвешивать. Вот так вот взяли руками и положили. Сколько взяли, столько и положили. Но это народная кухня, да, и вас же никто там преследовать не будет, никто за вами перевзвешивать не будет, там анализы брать не будут, доложил или не доложил. Для себя готовим, правильно? Все верно. Добавляем. Перчик так на глаз. Да. Хорошо добавляет. Перец ведь бывает разным, согласен? Все верно. Один перец бывает такой, что прямо только достал, все чихают, а другой перец там кладешь его, и никто и не заметит. 2 чайные ложки соли. Включу эту плитку и нагреем, кстати, сковородку, нальем масло. Масло-то, наверное, должно быть нагретое или как? Мы, знаете как, стоп, подождите. Нет? Стоп. Мы сейчас мясо немножко замаринуем. То есть оно у нас должно какое-то время постоять. Потому что оно должно постоять и замариноваться. Если бы это делал я бы взял вот этот лук, насыпал на него крупную соль, не мелкую, а крупную соль. Подавил бы его вот так вот руками, а потом уже смешивал. Чтобы лук сок пустил от крупинок соли. И потом бы его туда с фаршем смешивал. Кстати, хорошая идея. По обещанию, что в следующий раз так сделаешь. Я так и сделаю. Все. Вот от меня польза хоть какая-то. Век живи, век учись. Так, сейчас оно немножко замаринуется. Пусть стоит. Ну, есть же чем заняться. Можно картошку, конечно, порезать, можно тесто замесить. И вот я уже понимаю, что все-таки картошка должна оставаться кусочком картошки. Со своим вот этим вкусом, со своей вот этой удивительной консистенцией. Аппетитно выглядит она. Начнем обжаривать начинку. Подмариновалась? Нормально? Подмариновалась. Обжариваем не до конца, потому что у нас доводится до готовности уже в самом пироге. Так, все, доварилось. Обратили внимание, взял пальцем, попробовал бортик
сковороды. Тепло сюда, ну, до этого еще не дошло, но уже можно понять, что насколько нагрета сковорода там, ну, дно ее. Фирус, Да? вот, ну хорошо, как-то в прошлый раз там готовили, сказал, что папа, мама тоже вкусно готовили, у них там получил какие-то первые уроки приготовления еды. А дальше вот у кого учился? Ну, потому что из семьи, из рук папы и мамы обычно вот такого уровня профессионала не выходит. Все-таки были где-то учителя? Да, конечно. Учителя были, во-первых, я получил высшее образование, я являюсь технологом общественного питания. Вот это круто, ребята! Вот это круто! Шеф-повар должен иметь высшее образование. Это не кулинарное училище. После кулинарного училища можно резать лук, там, не знаю, чистить картошку. Да? Можно что-то готовить, там, какие-то простейшие блюда. Но для того, чтобы быть шеф-поваром, который составит технологическую карту, который продумает рецепт, человек должен иметь высшее образование. У него вот здесь в голове должно быть что-то. Вот голова должна быть натренированная для мыслительного процесса, который в кулинарии абсолютно необходим. Говорит, у него руки вкусные. Нет, не руки вкусные. Вот здесь вкус содержится, в голове, в знаниях. Говорит, он душу вкладывает, он знания вкладывает, он опыт вкладывает. И потом получается вкусно. Совесть. Вот совесть на вкус еды влияет гораздо больше, чем там какая-то фантасмагорическая душа, вкусные руки. Ну, конечно, человек должен... давай пожарить фарш, слушай, для меня. А вот этот вот жир, вот это, что за жир такой? Для чего ты приготовил? Это вот животный жир. фантастический, Нет. вкусный жир, красивый. А? Это жир из животного происхождения, это необычное масло. На данный момент я представляю конский жир. Так. И что, всем, кто хочет приготовить ленивый балич, надо взять Нет. конский жир? Нет, вот именно, что не обязательно должен быть жир животного происхождения. любой Делается- может быть, это скажи, может да? быть утиное, гусиное, жир индейки, как я взял, конину. Можно, если есть любители, которые любят баранину, можно добавить топленый бараний жир. Вот, сейчас. Все, давай, начинай меситься. Так, Итого, высшее образование. Во-первых, да, в институте какой предмет был любимый? химия и математика. Хочу обнять и не отпускать его. Для технологов общественного питания обязательно нужна физика. Потому что все, что мы сейчас делаем, вот это вот термодинамика, физика и так далее, плюс геометрия, да, плюс математика, конечно, без математики повар не может работать, шеф-повар не может работать без математики. И здесь дело не в граммах, вот там надо записать сколько граммов, рассчитать объем продукции, рассчитать там толщину теста правильно. И дальше что? Институт закончил. Да. Дальше пошел у меня опыт. Обратите внимание, что вот мясо выпустило сок, и вот с этим соком можно обойтись по-разному. Можно просто сейчас остановить обжаривание, прекратить, да, и оставить этот сок. Можно обжаривать до тех пор, пока этот сок не осядет обратно на кусочки мяса, да, и сделать их как бы глазированными. Да. На данный Два момент метода есть. Как нам будем первый самый идеальный будет, потому что когда мы будем класть вместе с картошкой, вариться, как бы, и она приготовится, эта картошка. Просто если мы... так Не скажем, досуха. Да, не досуха. Вот. Что положил в тесто? Расскажи, пожалуйста. Положил я катык, положил я сметану, положил Давай, я майонез. Да, вот. И положили мы сметану. Сколько кефира, сколько сметаны? Сметаны положили мы грамм 150. Положили мы катыка, грамм 200, 1 стакан. И положили 2 столовые ложки майонеза. Значит, хочу рассказать Фирузу и вам, если вы готовите тесто, в которое входят яйца и растительное масло, Майонез. иногда полезно для начала просто блендером растереть желток, тоненькой струйкой влить
растительного масла, то есть получить практически почти что майонез. И уже дальше вот на этой основе замешивать тесто. И тесто получается гораздо вкуснее, чем если вы просто в муку нальете желток и в муку там нальете растительное масло. Гораздо вкуснее получается тесто. Поэтому положить пару ложек майонеза в тесто было достаточно грамотное решение, хотя подозреваю, что оно было принято на интуитивном уровне. Не продумывал ты это решение. Это решение мне дала бабушка. Рецепт, потому что бабушка представитель народной кухни. Вся народная кухня строится эмпирическим, опытным путем. Кто попробовал добавлять майонез, получается вкусно и прекрасно. Передали это соседке, сказала, соседка двоюродной сестре позвонила и так далее. И начинает распространяться знания. Я вот хочу сказать, посмотрите, вот у нас топится печь. При этом фарш обжарили на индукционной плитке. Тесто, что он в тазике не мог замесить. Да мог, конечно, посмотрите на эти руки. Конечно, может замесить. Но есть тестомес. Это нормальный, грамотный подход. Если можно что-то сделать быстрее, проще и меньше устать, то вся кулинария, собственно говоря, мировая на этом и построена. Человек по своей природе ленивое животное, поэтому такое умное. Так, снимаем, вытащить отсюда, когда из стенок не будет уже отлипать, да. Все. Да, Значит, тесто готово. И оно мягкое да. такое довольно. И оно, да, довольно мягкое. Так, мы сначала будем делить на две части, где первая часть, она будет побольше, Ну, понятно. будет на дно. Дно сковородки плюс борта, да? Да, И плюс вторая часть борта. крышка. Да. Скажи, пожалуйста, ну ты же будешь без всяких вот этих вот украшений, которые вот девочки умеют делать, ты же вот как вот? Конечно. Просто обычный такой мужской пирог. Да, Ну, покушать его, да, а Да. не наслаждаться украшениями, там, не фотографировать, а кушать, да? Да, все верно. Слушай, дорогой мой, какой лист теста огромный, сковородка-то у нас не такая большая. Да. Кстати, давай сковородку пока маслом помажу. Знаешь, кто самый лучший смазывальщик маслом сковородок? Я. Нормально все. Вот. Что волнуешься? Все хорошо. И уголочком в центр. Уголочком в центр и распределяешь, разворачиваешь тесто, на борта накинули. Все. Вот я и хочу смешать с картошечкой. Мы кладем конский жир. Интересно даже, вот все-таки конский жир, он обладает таким своим вкусным, но специфическим ароматом. Как это получится? Вот в нетерпении я жду, когда же будет готово. Выкладываем. Обильно. Пусть будет чуть сверху, ничего. Да не будет сверху. Нормально Нет, всё. это будет все нормально. Мы же рассчитываем на один пирог. Да. Кирус, я когда пытаюсь готовить татарский борщ, у меня тоже я тоже примерно так склеиваю. Потому что на вкус это не влияет. И кроме того, у нас какое заглавие, это, как называется это блюдо? Ленивый борщ? Да? Ленивый борщ. Вот и все. Вот, значит, такой борщ, который ребята могут приготовить для себя, чисто для себя, пацаны. Ну и все. Значит, только есть одно но. Однажды в рамках работы вот над этой книгой о татарской кухне мы готовили губадью с замечательной женщиной, которая 42 года проработала на кухне. Я говорю, все, давайте ставьте туда в духовку. Она говорит, нет, должно расстояться. Все верно. И 20 минут мы стояли и ждали, она ни на одну минуту раньше не поставила в духовку. Понимаешь, я думал, что сначала вот вредная, спорит она со мной, а на самом деле она полезная. Потому что все эти приемы
были придуманы не зря. Расстойка теста, расстойка, подготовка пирогов. Они вот расстоечные шкафы делали раньше на производстве. Правильно? Все верно. Значит, ну а мы пока что здесь разгребем дрова в печке, и все у нас будет готово к выпечке пирога. Залепили мы пирог, сделали его красивым. Теперь можно в печь. Давай, аккуратненько, поглубже. Вот так вот. Супер. Я думаю, нормально все будет. Как считаешь, сколько времени будет стоять пирог в печи? Печь прогрета градусов до 250, я думаю. Ух ты. Минут, наверное, с 30-25. Я думаю, 25 минут тоже более чем достаточно. Ну, проверим. Откроем и посмотрим. Да. Скажешь им куры, они отвечают только домашние. Скажешь вот домашние, они говорят все равно комбикорм тот же самый. Приготовишь мясо, это заморозка, это очень дорого. Говядина резиновая, баранина фу, ну а свинина не халяль. Добавишь натуральный жир, у них поджелудочное, ожирение, печень, почки, легкое, все болит. Или вот возьмешь рыбу, а они говорят, это выращенное искусственное, в пруду нужна дикая. Вот вам дикая. А у нас такую не продают. Нальешь молоко, они говорят, все из сои. Возьмешь сливочное масло, а они, это пальма. Вот домашнее масло. А это не по нашей зарплате. Размешаешь сахар, это вредно. Заменишь сахар натуральным медом, от нагрева натуральный мед превращается в яд. Приготовишь мясо с картошкой, такое сочетать нельзя, это не полезно. А уж если к мясу и картошке добавить макароны, от такого вообще умирают. А если используешь специи, то значит испортил вкус рыбы, мяса, курицы. И так хотелось поесть чистых макарон. Крахмал – это химия. Кругом антибиотики, пестициды, гормоны и ГМО. Так каким же нектаром из фиалок питаются эти небожители? В каких безупречно экологически чистых полях они собирают свой корм? И самое главное, сколько лет они собираются прожить при таком правильном питании? 200, может быть 300? А для чего? Вот я снимаю свои видео и пишу книги ровно для того, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы дети запомнили отличную, вкусную еду и самое главное, чтобы у вас всегда был приятный аппетит. Ну что, мои хорошие, слушай, запахи достаются из печки. Да, хочу проверить. Пирог. Вот. Ой, он просто красавец. Кочергой работай. Понимаете, кочерга для того, чтобы дровами поработать. А вот для сковородки должен быть ухват. И вот вся народная кухня, она такая. Тут должен быть ухват, тут это чапельник это для сковородки. Вот это да! Слушай, можно я правду скажу? Да. Дофинус первый раз пирог поставил в печку. Настоящую травяную печку он поставил пирог в первый раз в жизни. Я это видел. Я понимал это по его действиям. Но видишь, как получилось. Почему? Человек хороший. Вот и все. Теперь смазываем пирог обязательно маслом. О, красота. Красота. Фирус, как бы этого пирога хотелось мне попробовать. Вырежи вот такой кусочек, пожалуйста, мне вот на этот пирог. Пожалуйста. Близко. Слушай, я удивляюсь, потому что бульона-то сколько? Бульона? О!
Вот это да. Ух ты. Ничего страшного. Давай уже, давай. Ничего страшного. Ну что теперь поделать? Вот, значит, ленивый получается вот так. Время обеденное. Время как раз обеда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас не поем, так поваляю. Стол чистый, душа чистая, руки чистые. Вот. Бульончик вот так вот еще волью. Фирус, мой дорогой, спасибо тебе большое за вот этот ленивый. А он не пахнет ленью. Этот пирог пахнет честным трудом и очень вкусным трудом. Ну что, пожелания приятного аппетита. Приятного аппетита. Ашла регис, там лебулсен.